Здравствуйте, друзья. Мы тут э, как бы запропастились, чуть-чуть запропастились. Но дело в том, что просто дела всякие. А сейчас суббота. И вот, сами понимаете, суббота такой день, что надо бы отдохнуть. Мы поедем сейчас на пикничок. Вот там будет Алексей, который из Теслы, там еще ребят хорошие. И мы будем, значит, пикниковать. Чего и вам всем желаем. Но у вас, может быть, там в Отечестве уже вечер, вы уже свое отгуляли, а мы нет. Мы вот только-только, вот давайте я как-то вот так ручищу. Я поставил селфон в такую рамочку прикрутил к рукоятке и так вот снимаю. Думаю, может, сейчас кто откликнется. Вот пишут, привет из Ростова-на-Дону. Видите как, друзья, где только не живет наш зритель. Вот. Я все жду, когда снова из Казахстана народ начнет появляться, потому что мы переживаем за них, как там все у них происходит. Ну, в общем, вот. Но поедем на пикник. Прохладненько так, пасмурненько. Но вот не столько прохладненько, сколько пасмурненько. Вы видите, вот такая погода у нас. Я специально вышел на улицу и вам тут прокручиваю. Вот. Там войска расстреливают протестующих в Алматы. Я не знаю, я вот сегодня потратил там, наверное, полчаса, пытался посмотреть, кто пишет, что пишет, где пишет. И что-то вот нет картинки особой. Поэтому я бы пока не стал так уж прям, утверждения всякие не вижу пока. Вот, так что, мы смотрим, мы ждем, мы наблюдаем там, чтобы все как бы были живы-здоровы. Ну, все остальное уже проще, когда все живы и здоровы, все остальное намного проще. Что еще сказать? Так, я пытаюсь поймать положение такое. Знаете, я никогда так не снимал с рукояткой вот на селфон. В Казахстане интернет дают только утром на пару часов. Ну, уже кое-что, да, уже лучше. Уже можно написать, уже можно видео повесить, уже можно, что-то можно сделать. Гродно с вами, видите, тут у нас широкая география. И Вифлеем, и Гродно. Хотя так, я чувствую, что, наверное, там разницы во времени или никакой, может быть, 1 час. Спасибо за мотивацию. Я ушел в IT в 38 лет. Все из-за вас. Ну уж я теперь во всем виноватый. Там он в IT ушел. Значит, я рад очень, на самом деле. Я вообще считаю, что 38 лет – это совершенно потрясающий возраст. У меня глаза слезятся, я не знаю, почему. Вот, все замечательно. Мы едем сейчас в лес. В лесу сыровато. Значит, дожди были. Я предполагаю, что там будет немножко сыровато. Это у нас где-то 45 миль. 45 миль. И что там, дядя Миша изменил мою жизнь, дай бог здоровья. Очень приятно. Нижневартовск. О, жена тоже сидит сутками, уроки делает. Это очень неплохо. Это очень неплохо. Как лимоны. Лимоны вот у меня за спиной. Я вам сейчас покажу. Сейчас, может быть, я поменяю направление камеры. Вот. Вот лимоны. Они пока небольшие. Тут надо сказать, что садовник по ним прошелся. По лимонам. Как-то он проредил очень основательно. Но вот вы видите, вот есть уже такие, которые достаточно желтенькие, крупненькие, а есть вот такие, которые только недавно вот повылуплялись, и даже еще меньше есть. Вот такие есть, вот такусенькие, малюсенькие. Лимончики, да, есть много. Я скажу, что то, что он их проредил, на самом деле, конечно, их очень много. Единственное, что они какие-то маленькие, я не знаю. Мне казалось, что у нас лимоны побольше были раньше. Ну, вот тут даже не знаю, что сказать. Ну, в общем, есть лимоны, есть. Как спортзал. Нормально спортзал. Что же, спортзал, занимаемся. 3 раза в неделю у нас с Юрой тренировки. Так, вот. Да. Что-то мне тут говорят, connection нет. Теперь вроде есть connection. Да, вроде есть connection. Ну, хорошо. Сейчас, сами понимаете, как бы зима, да, то есть вот 8 января. Тем не менее, тут есть какое-то цветение, знаете, вот, давайте я вам покажу. Есть цветение, что-то цветет. Вот эти цветут, маленькие такие, синенькие. Собственно, это, вы знаете, что это, да, друзья? Ну-ка, скажите,
Кто знает, что это за растение? Ну-ка. Кто знает? Оно пахнет хорошо. Это растение. Вот у нас тут еще много его. Ну-ка, ну-ка. Вы знаете, что это? Друзья, многие из вас кладут это в пищу. Так. Вот тут какие-то кустики. Сейчас мы на них посмотрим. Тоже цветут как-то вот, видите. Шалфей. Нет, ласточка, это не шалфей, нет. Это ароматная такая зараза. Так, сейчас шалфей. Розмарин, ну, конечно. Да, вот пошла вереница наших зрителей с правильными ответами. Давайте я, знаете, что сделаю? Я возьму кусочек этого розмарина, сейчас. Вот маленькую веточку, вот сейчас. Вот маленькую, вот буквально вот. Оп, несколько штучек, вот так я их помну, пальчиками помну, вот так помну. Так, розмаринчик, да. Так, и теперь нюхаю. Ребята, это такой аромат. Будете в магазине, не обязательно покупать, просто разомните пальчиками. Вам понравится, как пахнет. А он же еще прямо, знаете, на корню. Конопля. Нет. Ну, почему конопля? Зачем же конопля? Что нам? Конопля-то нам чего? Мы так, розмарином пробавляемся. Да, а тут кипарисы у людей, березы. Где песик? Песик, мы только что с ним поиграли, побегали. Он у нас стал довольно ловко ловить предметы, которые в него бросают. Ну, или так, как в ту сторону бросают, он их так в прыжке, там, без прыжка очень неплохо ловит. Что еще сказать? Хорошо. Ну что, Томика в студию. Ну, я даже не знаю, что вам сказать. Я могу, конечно, попробовать зайти домой и его тут подыскать. Сейчас подыщем Томика. Томик, шмомик. Так. Ой. С Новым годом, говорит дядя Миша. С Новым годом, громадяне. Так, только мы зашли. А вот и Томик. Сейчас мы вам его покажем. Вот он, Томик. Разбойник. Иди сюда. Не, только не напрыгивай на меня. Не напрыгивай на меня. Мальчик, ты вот такой. Он очень дружелюбный мальчик. Его пока что посадили. Тихо. Посадили на поводок. Тут он, чтобы не мешал Светлане по хозяйству. Видите, он любит, видите, под ногу ко мне залез. Он любит так, как кошка. Вот он любит потереться. Так. Ой. Что-то там люди пишут, я не углядел. Так, ты хороший пес. Ты хороший ты пес такой. Ты хороший, ушастый. Из Кузбасса. Ничего себе. Из Кузбасса. Из Сочи. Слушайте, ой, большая у нас страна, надо сказать. Я про отечество. Там 11 часовых поясов. Ты мой хороший ты пес. Вот такой хороший пес. Вот он такой хороший пес. Да. Он мягкий такой. Знаете, люди на улице, Обнинск, Оренбург, люди на улице к нам подходят, и детки, и все норовят его почесать, этого мальчика почесать, погладить его. Ты холёсый ты пес такой, мягкий пес. Вообще он любит балдеть. Вот он любит балдеть. Вот он развалился тут у меня под стулом. Вот видите, вот. Ну иди на спинку, давай я тебя вытащу, иди на спинку. Вот. Так, что тут пишет-то? Orientation locked. Вот он у меня тут. Этот песик-барбосик. Вот он. Вот мы его почесываем. Вот он развалился своими этими прелестями. Ой, ты, Господи, Боже мой. Так, все. Значит, еще один привет из Оренбурга. Чувствуется Оренбург, друзья, у нас на связи. Светочка, хочешь поучаствовать в нашем стриме? Она не может. Ну, давайте я вам покажу какие-нибудь ништяки, которые есть у нас в доме. Вот у нас есть произведение искусства. Сейчас мы его покажем.
Там тоже есть. Это я тоже купил. Это акрилик. Я купил его в Санта-Крус на выставке. Там вино, да. Вино люди, значит, это пили. И там же была выставка. А вот эта картина, это называется, это поп-арт. Вот. Поп-арт. Пес похож на облачко. Ну уж так, прямо облачко. Похож на собачку. Вот. Как вам наш поп-арт, друзья? Это музыкальные девчонки, видите? Надо много лет заниматься, учиться музыке, играть по нотам. И вот, чтобы потом вот так вот сесть, и художники тебя нарисуют. Видите, они так отдались искусству. Отдались искусству. Вот. Вот так и мы с вами, друзья, тоже люди, можно сказать, искусства. Так, сейчас действительно, ну, по картине видно поп-арт, да, потрясающе. Вот, так, друзья, и живем. Вот. Так что, вот, скажем, Миша с искусства. Ой, господи, получается, что так. Ну, вот, допустим, вот так. Да, получается, вдохновенно так. Нет, это не пошлость, это хороший художник нарисовал. Вы что говорите? Это не просто так. Художники, они, знаете, такие, у них всякие мысли в голове. Вот, так, мне нужно салфеточку взять, это что-то я так возьму салфеточку себе, оторву, а то у меня глаза слезятся. Глаза слезятся, я не знаю почему. Свет, почему у меня глаза слезятся? Я не знаю. Не знаю почему. Да, я на улицу сейчас пойду. Друзья, мы идем на улицу, нас просят пройти, так сказать, в студию. Да, мы сейчас пойдем в студию. Что, Свет? В беседку сейчас пойдем. Да, жена говорит, иди в беседку. Она гордится своей беседкой, друзья. Светлана гордится своей беседкой и говорит нам, иди ты, говорит, в беседку, говорит, вообще. Пойдем. Какие мысли были у художника? Ну, он говорит, что рисовал со своей жены. Он ее очень любит. Вот. И все три девчонки, они напоминают, ну, он так как-то вот по воспоминаниям о молодых годах, говорит, пошлость, говорит, представляете, надо же так, люди. Вот, смотрите, это наша беседка. Вот здесь вход. Вот я вошел вот здесь. Так, а мы здесь, мы специально поставили эту беседку, когда, знаете, у нас пандемия началась, и вот мы здесь собирались. Вот тут мы сидели, вот с Гариком Прорабом, вот за этим столом, тут закусывали. Так что, видите, тут интересно, тут вот эти рамы, которые здесь есть, значит, тут вот сеточка, вы видите, да, вот сетка. А можно поднять, и вот тут пластина такая, да, вот это вот, она с пленкой. Вот, поэтому пленка не дает идти, ветру. Вот. А так мы, конечно, держим, чтобы было, ну, проветривалось. Тут свет горит, обогреватель там на крыше. Вот, все такое хорошее. Это как квартира однокомнатная. У нас там, видите, есть немножко, ну, и обогреватель, и водичка, и чайничек. Чайничек, наверное, унесли. Ну, неважно. В общем, тут есть. Вот, есть там всякие причиндалы вот здесь. Вот здесь. Всякое хозяйство, ложечки, вилочки. Видите? Когда люди приходят, у нас тут все так вот, все на ходу. Даже какие-то вкусняшки, мне кажется, есть, нет? Были какие-то вкусняшечки тут. Так, что тут такое? Ну да, вот они. Вот она, эта топопелла нам присылал товарищ, который их делает. Вот эти топопеллы такие. Ну, как сказать, условно можно назвать такими мармеладками. Ну, так что, друзья, жизнь продолжается. Вот. Конечно, сейчас проще стало с пандемией-то. Стекла пластиковые. Это пленка, тут нет стекол.
Это все пленка. Вот, смотрите, это пленка. Видите? Это все пленка. А можно опустить, и будет сеточка за ней. Привет из Москвы. Взаимно. Москве. Привет. Так, ну что, пошли на улицу. Мне здесь как-то некомфортно. Думаю, что я тут, как этот... Здравствуйте, дорогой Михаил. Вчера гуляла по Малой Никитской, по Новинскому бульвару, мимо Американского центра, пока там все онлайн. Из Смоленска привет. Беседка хороша, как и погода январская. С Новым годом счастья. Ставьте лайк. Ну, я на самом деле почему пошел вот в эфир? Потому что я подумал, что мы как-то надолго пропали, да, то есть я повесил урок первый в моем онлайн-классе новом. Потом был стрим вчера утром. Вот сутки прошли. Был стрим, и за сутки ничего совсем не было. А мама вашего зятя вроде приехала в гости и застряла в пандемии уже. Она решила... Я не знаю, что, я не дочитал, не успел, она пропала. А у нее есть грин-карта. У Ларисы Александровны есть грин-карта. Она просто живет полгодика тут, полгодика там. А когда она здесь застряла во время пандемии, она, наверное, года 1,5 здесь жила. Ну вот потому что как бы проблемы были с тем, чтобы поехать домой. Вот. И так она здесь пожила. Место есть. Как бы. Вот. Женщина хорошая. Мне очень нравится. И потом уже, когда стало получше с пандемией, у нее там дача, квартира, ну, ей как бы хочется иногда тоже. Хотя я, конечно, восхищаюсь, все-таки она в возрасте, она постарше меня лет, там, не знаю, на 10 и больше даже. И она путешествует, она садится в самолет, маленькая, хрупкая женщина, и так фигачит через весь мир. Я думаю, надо же, вот в Беларуси-то их как бы там не балуют, они привыкли в тяжелых условиях выживать. Это, друзья, не каждый вот может так, чтобы всей страной это партизанить, понимаете? Это надо иметь крепкую такую основу. Вот, пожалуйста. Да, тут у нас немножко, если вы посмотрите вот сюда на наш огород, сад-огород, вы увидите, что кое-где тут что-то высохшее. Это томик. Когда маленький был, мы ему здесь разрешали бегать, и он вытоптал, знаете, вот это вот, то, что, видите, сухое, он вытоптал. И вот это тоже, вот, представляете, вытоптал. Оно сейчас потихонечку восстанавливается, но вот какое-то время нужно. Бегал, скакал, лежал, драл, царапал. И вот такие вот заплешины. Салям алейкум, говорят. Да. Есть такой анекдот, как 3 поросенка идут по лесу, а им навстречу волк. И они думают, ну, хана, все, сейчас волк нас сожрет. А волк к ним подошел поближе и говорит, салям алейкум. Они говорят, ну, слава богу, мусульманин. То есть свинину не кушает. Ой, вот какие масенькие, друзья, посмотрите. Вот вы видите, какие масипусенькие бывают лимончики. Только-только из завязи они тут образовались, вот видите. Вот. Тут пишут люди, что будут ждать результаты лотереи. Ну, это естественно, что же, если уже участвовать начал, так и жди. Все равно ничего пока не сделаешь. Вы занимаетесь садом? Да не. Приходит садовник и занимается. Ну, что я буду? Вот такие масипуси, смотрите. Вот такие масипуси, вот они. О. Вот. Еще вчера цветочком был. Вот и цветочки есть, кстати. Цветочки есть. Вот у нас лимон, который на даче в Санта-Крус, он цветет круглый год. У него постоянно такая ротация. Цветочки с лимончиками, цветочки с лимончиками. Этот нет. Этот все-таки он свое отцвел и потом лимончики. То есть как бы разные стадии, четко разделенные. Надоело жить в путинской России. Ну, я в путинской не жил, а тоже надоело. Дело такое. 8 раз играл в лотерею, пока играл, уже и не надо стало. Дома все хорошо. Ну, видите, как отлично. Это даже лучше. Дома-то оно всегда лучше. Знаете, как говорят, стены помогают
Вот. А у меня гранат еще растет. Что вы делаете, когда вам грустно? А я к вам иду. Ну, сейчас мне не грустно, сейчас я просто, как бы, чтобы вы не подумали, что мы там про вас забыли. Друзья, вот это маленькое дерево, это гранат. Мы к нему вообще не подходим, не трогаем, ничего с ним не делаем. И на нем вот есть такие маленькие гранатики. Это, наверное, с прошлого года они еще висят. Вот так я чувствую. Ну, они вообще маленькие. Эти гранатики, они маленькие. О, пожалуйста. Какая-то фигня. Так. Какая-то. Ой-ой-ой-ой, гниет все такое. Все. Ну, во всяком случае, это гранаты. И не растет. Знаете, вот он как-то мог бы как-то расти там ввысь. Но не растет ввысь. И корень, он на расстоянии от дома. Вы видите, тут есть расстояние некоторое, но он как-то не очень растет. Так. Вот. Мы с вами уже 20 минут так ходим, знаете, что интересно? 20 минут я вас вожу по нашему дворику. Так. Ну. Наверное, все уже, да, погуляли. Я чувствую, вопросов от вас нет особо. Вот, а мы сейчас буквально там позавтракаем, соберемся. Надо утеплиться, потому что там может быть сыро в лесу. Фильм про эмиграцию в начале 90-х, что вы ссылку давали, потом он исчез. Нереально больше найти. Очень даже реально. Там кто-то из наших зрителей его там где-то вывесил. Я его легко найду, только надо мне... Вы мне напишите в комментарии, я вам найду ссылку. Нет комаров? Нет. Комаров нет, мошки нет. И в лесу нет. Удивительное место. Можно нарваться на комаров, если в какой-нибудь низинке, в ложбинке какой-нибудь ручей течет, и вот туда в ручей, вот туда вот прямо туда залезть, там могут быть комары. А так вообще нету. Нет. Удивительное место. Ничего такого не летает. Грибы растут? Растут. Вот прямо сейчас белые идут. Может, белые уже даже прошли. Вообще, грибы зимой, в декабре, когда дожди начинаются. Не полите, что он там говорит, не полите. Угодья. Так. Говорят, животные похожи на своих хозяев. Ну, наверное. Волоколамск. Когда возвращаетесь на диету? Ну, вот сейчас пройдет 11, числа 15, не помню там какого, мы отправимся к нашему приятелю Боре, отметим Старый Новый год. Это важное такое мероприятие. И все, уже будем так по-настоящему. Сколько градусов сейчас? Ну, не знаю, честно, у меня нет представлений так четких. Ну, я бы сказал 13, 14, может, 15, не знаю. Когда солнышко выйдет, вот оно там могло бы выйти, но пробивается. Сейчас я вам покажу. Вон там солнышко, вон оно. О, видите, вот. Из-за деревьев вон там. Но оно не пробивается. Когда пробьется, будет теплее. Как у нас там Тесла? Тесла шикарно поживает, привет передает. Вот, мы сейчас сядем на нее, поедем. Очень классно. Очень классно. Так. Рад вас видеть, здоровья. Я бы вас выбрал президентом Казахстана. Ну да, мне говорят, что вот такой хороший человек должен был бы быть мусульманином. Ну вот как-то не получилось. Физкультурой еще занимаетесь? Конечно, конечно. У нас стадион, вот у нас вот тут вот, вон там. Вот, это наш стадиончик. Вот это вот. Там, похолодало и у вас. Ну, я бы не сказал, что холодно. Нет, конечно, было намного холоднее. Вот в это время было там, не знаю, там 4 градуса, 3. В Доминикану не полетите. Ну, время такое, знаете, сейчас никуда не полетишь. Вот я вижу вашу беседку, и, знаете, пропадают сообщения, не успеваешь прочитать. Из Твери нас приветствует. Начал учить JavaScript для автоматизации. Вы не учите JavaScript для автоматизации, вы учите сразу автоматизацию и JavaScript вместе. Тогда хоть понятно будет, зачем вам JavaScript. А если вы JavaScript учите для автоматизации и нет автоматизации, то это не так здорово, как если бы вы решали задачу по автоматизации. Понимаете? Вот есть задача, ты ее решаешь. Тебе для этого нужно 1, 2, 3, 4, 5. Ну и JavaScript тоже. Или там Java какая. Вот тогда будет хорошо получаться. А если просто так язык учишь, это как в школе или как в институте. Учишь там 5 лет и не понимаешь, зачем оно нужно все вместе. Надо пойти начать работать, чтобы было понятно, как все эти элементы сложатся.
Шикарное видео, где с детьми в Новый год. Мне тоже понравилось. Такие они смешные мальчики, особенно младший мальчик, очень смешной. Можно ли устроиться вам на работу, если попаду в Штаты? Ну, у меня, чего ко мне? Ко мне-то зачем на работу? Работы сейчас так много, людей сейчас так мало. Че ко мне-то? Я так, в такой стадии у меня вообще сотрудников практически нет. Вот сейчас одну девочку взял, вот, а до этого просто один работал. Ну, там есть преподаватели, конечно, там. На кампусе 10 человек работают, на постоянных сотрудников, но просто там другая история. Так, ну что же. Ладно, друзья, мы с вами будем прощаться. Буду думать, искать теперь, как выключается это все. Так, как там ребята из Балашихи, которые с детьми? А что им? Им хорошо. Так, я думаю, сейчас давайте будем выключаться. Раз. Энд.